Всем привет! Вы на канале 88 клубков. Это канал по вязанию. Меня зовут Настя. Сегодня вяжу базовое модное изделие, сумку крючком из полиэфирного шнура. Шнур 4-5 мм, крючок 4,5 мм. Все необходимое можно купить с моим промокодом на скидку по ссылке в описании. Сумочка базовая, очень функциональная, можно связать ее из любой пряжи и любого размера. Все по ходу видео озвучиваю и поясняю. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, переходим к работе. Набрасываю нить на ладонь, оборачиваю, минуя мизинец, вставляю крючок под нижнюю нить и подхватываю верхнюю. 3 воздушные петли. Это петли подъема на ряд столбиками с одним накидом. Готово. Далее в это кольцо провязываю еще 11 столбиков с одним накидом. В общей сложности с подъемным мне нужно 12 столбиков. Плотно стягиваю кольцо. Мне нужно сделать соединение рядов. Из ряда в ряд буду делать его по аналогии. Вытягиваю немного петлю, вставляю в первую кромочную косу. Она находится между подъемным столбиком и следующим вторым столбиком. Увожу петлю туда, наизнанку. Теперь возвращаюсь к лицевой части. С помощью рабочей нити делаю накид, вставляю крючок в соединение, подхватываю уведенную петлю, подхватываю рабочую нить, провязываю 2 воздушные петли. Первый столбик следующего ряда готов. Во втором ряду мне нужно провязать по 2 столбика в каждую точку. Если было у меня 12 столбиков, во втором ряду их будет 24. Накид в ту же самую точку, столбик с одним накидом. Готово. Из одной точки выходит 2 столбика. Каждая последующая точка то же самое. Накид, первый столбик, накид, второй столбик в эту же самую точку. Так до конца ряда. На последнюю точку также приходится 2 столбика с одним накидом. Первый и второй. Далее соединение по аналогии. Еще раз подробно. Вставляю крючок в первую кромочную косу ряда. Увожу петлю наизнанку, далее накид, крючок в соединение, подхватываю уведенную петлю и первый столбик третьего ряда. С третьего ряда начинается основной узор изделия. Я провязываю еще один столбик с накидом в первую точку. Это добавление. Теперь одна воздушная, пропускаю одну точку для провязывания и в следующую точно так же 2 столбика с одним накидом. Первый, второй. Еще одно добавление. Таких добавлений по кругу будет 12. То есть круг увеличится еще на 12 столбиков. Снова воздушная, пропускаю точку, накид, в следующую точку 2 столбика с одним накидом. Первый, второй. Так до конца ряда. Не забываю провязывать воздушные и пропускать по основанию одну точку, для того, чтобы образовывались вот такие арки через каждые 2 столбика. Третий ряд заканчивается воздушной петлей. Точно так же делаю петлю немножко большего размера и увожу ее наизнанку. С лица снова накид, вставляю крючок в окошко, в соединение, в петлю и формирую первый столбик четвертого ряда.
С каждым рядом количество столбиков между арками будет увеличиваться на 1. В третьем ряду было 2 столбика, в четвертом будет 3 столбика. И это третий столбик. То есть здесь сейчас я провязываю воздушную и по основанию пропускаю одну точку. Она приходится ровно между двумя столбиками прошлого ряда. Накид, в арку провязываю первый столбик с одним накидом, второй столбик с одним накидом и третий столбик с накидом провязываю за обе дужки над первым столбиком прошлого ряда. Провязано 3 столбика с одним накидом. Снова воздушная, пропускаю точку, провязываю 2 столбика в арку, первый, второй и третий столбик за обе дужки перед столбиком предыдущего ряда. Готово. Снова 3 столбика. Обращаю ваше внимание: 3 столбика, арка, 3 столбика, арка. Арка приходится ровно над двумя столбиками прошлого ряда. То есть арки будут сдвигаться по диагонали. Так завершаю ряд. В конце ряда довязываю еще 2 недостающих столбика в арку. И завершается ряд воздушная, 2 недостающих столбика в окошко, первый, второй. Вытягиваю петлю и делаю соединение рядов по аналогии. Накид, крючок в соединение, подхватываю петлю, первый столбик 5-го ряда. Здесь продолжается узор, окошки сдвигаются по спирали, поэтому в окошко провязываю 2 столбика с одним накидом, первый, второй. Далее столбик в первую кромочную косу, третий. 4 столбика в 5-м ряду между окошками, воздушная, пропускаю по основанию одну точку, столбик с одним накидом в следующую точку и снова арка. В окошко 2 столбика, первый, второй и последний столбик перед окошком провязывается в кромочную косу столбика предыдущего ряда. Снова проверяю себя: 4 столбика между окошками, воздушная петля, по основанию пропускаю точку. Так заканчиваю этот ряд. Пятый ряд также заканчивается воздушной петлей и аркой. Делаю соединение, накид и первый столбик 6-го ряда. Готово. Здесь у меня уже сейчас сразу должна быть провязана арка, поэтому еще одна воздушная, накид, пропускаю точку, столбик с одним накидом. Далее накид, еще один столбик с накидом в следующую точку. И на моем пути снова арка. 2 столбика под арку. И еще один столбик в первую кромочную косу. Сразу после арки предыдущего ряда. Готово. Навязано 1, 2, 3, 4, 5 столбиков. Как я и говорила, с каждым рядом количество столбиков между арками увеличивается. Накид, пропускаю точку в следующую точку, столбик с одним накидом. И так далее. В 6-м ряду между арками по 5 столбиков. Обращаю ваше внимание, арки, окошки по полотну сдвигаются по спирали.
Я продолжаю навязывать необходимое количество рядов. От количества рядов напрямую зависит размер изделия. Если сумочка небольшая, остановитесь раньше. Если сумочка достаточно объемная, шопер или пляжный вариант, вяжите больше рядов. Мне нужно навязать около 8 рядов. Размер моего 8-рядного донышка 24,5 сантиметра по кромочным петлям. С этого момента я прекращаю делать добавления. Сейчас между арками у меня по 7 столбиков с одним накидом. Это количество сохранится по стенкам сумки. Первый столбик следующего ряда у меня уже сформирован. Накид в каждую следующую точку. Один столбик с одним накидом. Так вяжу до арки. У меня уже провязано 3, 4 и 5 столбик приходится на отверстие, на арку. Провязываю один столбик. В прошлых рядах там было по 2 столбика, так как сюда приходилась добавка. Добавки делать прекращаю. Накид в первую кромочную косу сразу после отверстия перед первым столбиком. Провязываю последний столбик с накидом. Теперь воздушная, пропускаю, арка продолжает сдвигаться по спирали. В следующую точку столбик с одним накидом. Так 7 столбиков. Напоминаю, если у вас больше рядов или меньше рядов по донышку, у вас здесь будет не 7 столбиков, а меньше или больше соответственно. У меня сохраняются по стенкам 7 столбиков между арками, поэтому можно себя контролировать так или отталкиваться от арки прошлого ряда. Вот 5 столбиков уже провязано. 6 уходит под арку, 7 в первую кромочную косу и далее новая арка воздушная, пропускаю по основанию и следующий столбик. Вот таким образом я навязываю рядность ряд за рядом на необходимую глубину. Еще раз акцентирую внимание, количество столбиков в круг не меняется. Под арку я провязываю только один столбик с одним накидом. Я соединяю ряд на втором ряду стенок, и соединение приходится на точку, над которой нужно провязывать арку. Поэтому я немножко сдвигаю соединение вперед, делаю накид, вставляю в следующую кромочную косу крючок, подхватываю петлю, то есть немножко ухожу вперед и провязываю первый столбик следующего ряда. Эта нить вяжется в полотно, но я освободила петлю, над которой будет провязана арка. Поэтому продолжаю ряд за рядом. Если возникает такая проблема, немножко просто сдвигаю начало ряда. У меня завершается 13 ряд стенок, около 20 сантиметров в высоту мое изделие от донышка. Завершаю этот ряд немного иначе. Увожу петлю в первую кромочную косу на изнанку. Далее вставляю крючок в соединение между рядами, подхватываю эту петлю и формирую первый столбик следующего ряда. Следующий ряд будет провязан столбиками без накида. В каждую точку под арку тоже провязываю один столбик. Если просчитать, у меня 12 секций по 8 петель, 7 столбиков и 1 воздушная, то есть 96 петель в круг. Вот сейчас столбиками без накида провязываю 96 петель. Еще раз вставляю крючок под арку. Далее не пропускаю первую кромочную косу, которая перед первым столбиком после окошка предыдущего ряда. И так продолжаю до точки начала ряда.
Соединение рядов сделала по аналогии с предыдущим рядом и уже наметила маркерами точки, откуда будут вывязываться ручки. Обращаю внимание, здесь между маркерами у меня 16 петель. С одной, с другой стороны соответственно. Можно посмотреть по секциям узора. 2 здесь, 2 здесь. Между маркерами по боковой части 4 секции узора с одной и с другой стороны. Продолжаю вязать столбики без накида до первого маркера. Теперь формирую ручку цепочкой из воздушных петель желаемой длины. Просчитываю петли, чтобы на противоположной стороне ручка была точно такого же размера. У меня получилось 26 петель в сантиметрах, около 20 сантиметров. Закрепляюсь в намеченную точку и продолжаю вязать столбики без накида. По противоположной стороне формирую ручку такого же размера. Я вышла на третий ряд вязания столбиками без накида, и по полотну сумки он будет последний. А по ручке буду навязывать ее толщину. Сейчас вяжу до точки начала первой ручки. Здесь на подъеме мне нужно провязать убавление, чтобы образовался красивый угол формирования ручки. Вставляю крючок в последнюю точку по полотну, в первую точку по ручке и провязываю 2 эти петли вместе. Точно так же при спуске 2 петли провязываю вместе во всех аналогичных точках. Продолжаю навязывать толщину и вяжу до конца этого ряда. Здесь вставляю крючок за обе дужки кромочной косы и провязываю столбики без накида. Завершился третий ряд, и здесь сразу без соединения рядов перехожу к обвязке соединительными. Крючок вставляю за заднюю полупетлю и сразу протягиваю соединительную. Так вяжу до точки, где перехожу к навязыванию толщины ручки. Если по полотну у меня идут соединительные, то по ручке я продолжаю вязать столбики без накида. При этом убавление делаю на углах спуска и подъема ручки точно так же, как и в прошлом ряду. У меня остаются завершающие петли. Первая петля полотна, первая петля по ручке, первая здесь за обе дужки и 2 вместе, еще одна выточка. И продолжаю за обе дужки столбики без накида. Я перехожу на завершающий ряд обвязки. Здесь по спирали сверху провязываю еще ряд соединительными в заднюю полупетлю. Таким образом навяжется каркас верхней сумки, который прекрасно будет держать форму. По ручке точно так же прохожусь соединительными, но здесь я буду провязывать соединительные уже в обе дужки кромочной косы. Здесь на подъеме точно так же провязываю убавку, первая, вторая, 2 вместе, и перехожу на обвязку за обе дужки соединительными. Ручка приобретает завершенный вид и точно так же будет прекрасно держать форму. Я в точке завершения ряда укорачиваю нить и делаю незаметное соединение. Вытягиваю ее полностью в следующую петлю и возвращаю в исходную, прячу на изнанке.
Сумочка получилась очень нежная и романтичная. Будет прекрасно смотреться из пряжи потолще и из тонкой нити. В более объемном варианте, как шопер с длинными ручками. И можно связать совсем малышку, добавит изюминку в любой весенне-летний образ. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, будет много интересных видео. Всем пока!